Уже несколько ночей подряд просыпаюсь с утра с ощущением полного отдыха, а потом еще долго лежу в кровати, пытаюсь уснуть. А сегодня решила не ждать, пока мое тело снова погрузится в сон, а провести эксперимент. И если вы сейчас смотрите это видео, то эксперимент удался. Привет! Меня зовут Дина Борисюк, и это мой будущий, ну или уже настоящий YouTube канал. 2 долгих года я думаю над созданием своего YouTube канала. Более того, были даже попытки его создания, создания некоторых видео, но сами прекрасно понимаете, что если вы этих видео не увидели, значит, как минимум они не понравились мне, и я их залила, потом удалила, и, в общем, вот такая вот игра у меня продолжается 2 года. Знаете, как говорится, если у тебя есть мечта, так беги к ней, если не можешь бежать, так иди к ней, если не можешь идти, так ползи к ней, а если не можешь ползти, так ляжь и лежи в направлении этой мечты. Так вот, 2 года я лежала в направлении этой мечты. Даже я не скажу, что это была мечта, это был своего рода просто план. Мне хотелось попробовать что-то новое. Тем более, что мне есть что показать вам, мне есть что рассказать вам. И, конечно же, вот, кажется, наконец-то что-то начинает происходить. Вообще, все началось с поездки в Мексику несколько недель назад. Это была очередная поездка, такая незапланированная, спонтанная поездка. И что поразило, это огромное количество дождя. Очень повезло в этот раз с погодой. Это был самый дождливый отпуск, но именно с дождя все и началось. Что именно, расскажу чуть-чуть попозже. Для тех, кто еще со мной не знаком, меня зовут Дина Борисюк, и последних 7 лет я живу в городе Сиэтл, который считается одним из самых дождливых городов именно Америки. И получается так, что у нас здесь нет зимы. У нас идет дождь с осени по весну, и так как у нас нет зимы, плюсовая температура, у нас получается осень плавно переходит в весну, поэтому мы получаем огромное количество дождей в этом регионе. Но сегодня, ребята, исключение. Раз в год нас погода радует снегом. Обычно это снег на 1 день, но в этот раз к снегу добавился еще мороз, который продлится несколько дней, наверное, дней 5. У нас будет мороз, соответственно, снег лежит и не тает. Дороги здесь, как видите, тоже никто не чистит, снегом, песком не посыпает. Ну, потому что здесь зимы в принципе нет. Здесь нет снегоуборочных машин, которые всегда готовы почистить дороги. И вот поэтому я решила воспользоваться этой прекрасной возможностью, этой прекрасной погодой и выйти на улицу и записать мое первое YouTube-видео, чтобы хотя бы даже для себя оставить эту память нашего прекрасного, необычного Сиэтла. Я живу в пригороде Сиэтла, не в самом городе Сиэтл. Мы живем в пригороде, здесь огромное количество маленьких городков, которые, прилегают к городу Сиэтл. Так вот, возвращаясь к Канкуну. В этот раз я увидела другой дождь. Мы приехали как раз это в конце ноября, вторая половина ноября, когда у нас уже все серо, все пасмурно, все так грустно и печально. И мы приехали туда и увидела совершенно другой дождь. Теплый, классный, под которым гулять в кайф. Сидишь в море, купаешься, на тебя льет ливень, и ты не переживаешь за то, что у тебя одежда мокрая на берегу, да, или еще что-то. И мне здесь в голову пришла мысль: а что если когда-нибудь прилететь на Канкун на зимовку? Мне всегда хотелось на зимовку в город, где лежит снег. Всегда снег лежит, а чтобы хотя бы 2 месяца почувствовать вот эту красоту. Я обожаю снег, мне очень нравится снег, и мне в Сиэтле, честно, его не хватает. А тут мне впервые захотелось перезимовать в тепле. Реально, представьте, на 2-3 месяца уехать на море.
на море, в котором можно купаться. Ребята, Карибское море, если вдруг вы еще не были, я рекомендую добавить его в список желаний, потому что это мое любимое море. Оно нереальное. И вот, а что, если мне перезимовать на Канкуне? Более того, скажу, что в моей жизни самые счастливые и самые несчастливые моменты именно возникают после этой пары слов. А что если? То есть мне приходит в голову мысль, я ее начинаю превращать в жизнь, и из этого выходит либо что-то хорошее, либо что-то очень не очень хорошее. Ну так вот, пришла мне в голову эта мысль. Ну и как бы пришла, да и пришла. И когда я уже вернулась после моря домой, как-то она меня не отпустила. Потому что, знаете, куча мыслей возникает. Думаешь, да, окей, хорошо, попробуем, не попробуем. А тут она сидит и сидит, сидит и сидит. И здесь я решила бросить себе вызов. В каком плане? А что если заработать на эту поездку исключительно онлайн-методом? Взять и заработать. Окей, что мне надо делать дальше? И опять же я возвращаюсь к своей мысли, которую я ношу 2 года, YouTube-канал. Можно попробовать, да? Можно попробовать открыть YouTube-канал. И чисто ради прикола, ради прикола, конечно же, это ради прикола все начинается, потому что мне даже интересно сделать свой видеоальбом, чтобы потом пересматривать. Мы же все прекрасно понимаем, что наши гигабайты памяти, фотографии, видео, которые хранятся с поездок, они таки хранятся на дисках, где-то там пылятся. Хорошо, если еще этот диск когда-нибудь запустится. А здесь даже просто свои поездки, да, свои какие-то чувства, я не знаю, эмоции, может быть, какие-то мотивашки, да, просто положить на YouTube, где он может храниться всегда в доступе, его можно будет посмотреть. Думаю дальше. Что же мне необходимо для того, чтобы поехать на зимовку в Мексику? Первое, это, конечно же, деньги, да. Без денег мы никуда, мы ничто, мы сидим на месте, мы не покушаем. Хорошо. Помимо бумажной волокиты, да, мы не будем еще касаться этой темы, еще, в принципе, я ничего не знаю, можно, не можно, надолго, ненадолго, да. Для начала нам нужна финансовая поддержка. Таким образом, мы переходим к следующему этапу. Где заработать эти деньги? Каким образом их заработать? Пойти в найм — это, конечно, самый простой способ, да. В найме я их, в принципе, могу заработать за 3-4 месяца, и мне хватит для того, чтобы спокойно прожить в Мексике 2-3 месяца. Я посчитала это где-то, я открыла Airbnb, я не смотрела, еще не узнавала подробностей, но я посмотрела, мне где-то надо порядка тысяч, наверное, 5-6 долларов заработать. Конечно, самый легкий способ — это найм, тем более сейчас, когда в Америке такой большой кризис, и каждая компания, чуть ли не каждая компания нанимает на работу, мне не составит труда, но неинтересно мне идти работать в найм. Об этом я расскажу как-нибудь в отдельном видео. Был у меня опыт работы в найме, да, и мне интересно вот именно бросить вызов какой-то себе такой, который никогда, что-то новое, да, зимовка, это новое. Так как я трусиха, и я боюсь пробовать всегда что-то новое, я не буду ставить себе цель на следующую зиму, да, 2022-2023 год. Я себе ставлю цель перезимовать в Мексике на 2023-2024 год. То есть у меня есть 2 года. 2 года, чтобы заработать $6000 именно в онлайне. На мечту определенную перезимовать в Мексике. Перезимовать не знаю, 3 месяца, не 3 месяца, но 2 месяца как минимум. 2 месяца в Мексике. Итак, что, в комментариях пишем ваши ставки. Получится у меня заработать в онлайне на Мексику? Не получится у меня заработать в онлайне на Мексику? Вернусь я в найм или не вернусь я в найм, или все-таки я добью свою цель, и у меня получится заработать. Вот, смотрите. Видите, каждый кайфует по-своему. Что, нового 2022 года не ждем. Выпускаем это видео в 2021, пусть это будет даже 31 декабря, да, чтобы зато я сказала, что я видео свой YouTube-канал запустила в 2021. И какая разница, что на календаре 31 декабря, правильно?
План на сегодняшний день — выпускать одно видео каждую неделю, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить это видео, да, и наблюдайте вместе со мной за мечтой, которая либо исполнится, либо не исполнится. А что, если попробовать и рискнуть? А что, если реально получится? Ну или не получится? Я уверена, что через 2 года у меня будет новое «а что если?». Их всегда много. Поэтому, ребят, рискуйте вместе со мной. Давайте поставим какую-то нереальную цель и вместе будем к ней идти. Я ничего не знаю про YouTube-канал. Я для себя открываю совершенно новую тему, да, и если вдруг кому-то тоже интересно начать это путешествие, я вас приглашаю начать его вместе со мной, и кто знает, где мы будем через 5 лет. Я посвящаю себя в эту тематику на 5 лет, и через 5 лет мы будем делать выводы, продолжать или, в принципе, останавливать. Но впереди у нас еще долгих 5 лет. В конце еще хочу добавить, что если вдруг у меня получится через 2 года уехать на зимовку на Канкун, это значит, что зарабатывать в онлайн я научилась. А если я научилась зарабатывать в онлайн, это значит, что каждую зиму я могу уехать в любую страну, подальше от этого дождливого Сиэтла. Ну, единственное, что через 5 лет у нас зима будет постоянно. Сейчас, сами видите, погода очень сильно меняется, да. Там, где никогда не было снега, идет снег. Там, где никогда не было солнца, там светит жаркое солнце. Поэтому, кто знает, может, в принципе, и мне Сиэтл понравится. Это мой райончик, где мы живем. Вот такие здесь простые домики. Вот такая вот здесь красота. Нечищенные дороги, никого нету, все сидят на самоизоляции, все отправили себя на карантин. Сегодня даже вторник, снег выпал в воскресенье, понедельник был выходной. Сегодня вторник, сегодня тоже почти никто не работает из-за того, что дороги не почищены, люди не могут попасть на работу.